Всем привет, дорогие друзья! Вот и закончился красный сентябрь, который не был таким уж и красным, и начался зеленый октябрь, который инвесторы даже называют Оптобер. Ведь средняя доходность того же биткоина за месяц превышает 20%, но на рынок прилетел черный лебедь, которым является шатдаун правительства США, и технически он уже наступил ровно сегодняшнего дня. Шатдаун стал ключевой темой для обсуждений под конец сентября, потому что возникло много опасений, что неспособность республиканцев договориться с демократами и утвердить бюджет приведет к тотальной остановке правительства США, что, конечно же, отразится на рынках. Ведь мало того, что ключевые секторы экономики США не смогут получать новые финансирование, так еще и могут задержать публикацию свежих отчетов, как, например, данные по рынку труда. Конечно, это вызывает неопределенность на рынке, особенно когда многие инвесторы вообще не понимают, что такое шатдаун, и не знают, как здраво оценить его влияние на крипту. Но сегодня я простым языком объясню, что на самом деле представляет из себя шатдаун, и на основе тех, которые были, а их на самом деле было много, мы сможем реально понять, к чему нам стоит готовиться. Также основную часть времени сегодняшнего ролика мы уделим для разбора самых важных событий предстоящего месяца. Конечно же, в центре внимания остаются экономические отчеты, а именно инфляция, от которой будет зависеть решение ФРС и, возможно, второе снижение процентной ставки. Но также мы разберем и криптособытия. Октябрь вообще может стать месяцем ETF. Ведь сейчас на столе у SEC более 25 заявок на запуск ETF. И как сообщают аналитики Bloomberg, ETF на XRP одобрят со 100% вероятностью. И первый может быть уже 18 числа. А это в целом станет зеленым сигналом для всех альтов. Также я разберу такое явление, как Оптобер, и отвечу, станет ли октябрь 2025 года зеленым для биткоина и всего крипторынка, учитывая предстоящий новостной фон и события месяца. Сегодня не будет теханализа биткоина с разбором ключевых уровней. Он будет в следующем ролике. И чтобы он вышел как можно раньше, поставьте видео не меньше 1000 лайков. Друзья, мы давно не набирали столько лайков, но давайте, чтобы октябрь реально стал зеленым и запустил памп в 4 квартале, наберем 1000 лайков. Я безумно благодарен за вашу поддержку и особенно за комментарии. Кстати, за них можно получить $10, как этот зритель, и еще $10 за подписку на наш телеграм-канал. Так что всем приятного просмотра, с вами Влад, а мы начинаем. Что ж, поскольку сегодня будет много разных событий, от которых будет зависеть общее движение крипты в октябре, для вашего же удобства я собрал все ключевые даты в один большой календарь и опубликовал его в нашем телеграм-канале. Если что, там все актуальные события выкладываются максимально оперативно. Я лично делюсь интересными инсайдами по крипторынку, и в целом, благодаря нашему телеграм, вы всегда остаетесь в курсе всех событий. Так что подписывайтесь. Мы же начнем с шатдауна, с которым сегодня столкнулись Штаты. Шатдаун – это когда госучреждения буквально останавливаются, потому что Конгресс не успел согласовать бюджет. То есть деньги заканчиваются, и государство отправляет часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а работать остаются только те, кто отвечает за безопасность, армию, полицию и границы. По сути, страна работает на минималках. Формально все возможно решить за один день. Палата представителей и Сенат голосуют, Трамп подписывает, и проблема закрыта. Но на практике это часто превращается в настоящую политическую войну. Поэтому такие паузы иногда затягиваются на недели. Вспомним примеры. В 90-х при Клинтоне правительство дважды останавливали из-за споров по налогам. В сумме почти месяц страна работала в замедленном режиме. В 2013 году при Обаме был шатдаун на 16 дней. Тогда миллионы госслужащих остались без работы. Экономика потеряла миллиарды. А самый длинный был при Трампе – 35 дней из-за финансирования стены с Мексикой. Сейчас же переговоры в Белом доме с демократами Шумером и Джеффрисом зашли в тупик. Вот уже на кону крупнейший кризис. Под угрозой работа 2 миллионов федеральных служащих, а вместе с этим могут закрыться национальные парки и часть госучреждений. Все это происходит на фоне безработицы 4,3% и так нестабильного рынка труда. Основная причина конфликта – это субсидии по программам Обамакери, а также Medicaid. Именно из-за этого между республиканцами и демократами разгорелась настоящая война. К тому же Белый дом уже одобрил план массовых увольнений. Речь идет о 300 тысяч рабочих мест до конца этого года. Трамп это подает как борьбу с раздутой демократией, шаг к более гибкому и эффективному управлению. Но вопрос в другом. Не станет ли это ударом по обычным американцам? Ведь вместе с лишними чиновниками могут пострадать важные службы, льготы ветеранов, инспекции продуктов питания и социальные программы. Это все показывает, что шатдаун – это не просто бумажки в Конгрессе, это реальный удар по экономике и людям. Почему это важно именно сейчас? Потому что экономика США и так на тонкой грани. Инфляция около целевого уровня, ФРС готовится снижать ставку и рынок ждет макростатистику. Если шатдаун продлится долго, то новые отчеты могут выйти с задержкой, и ФРС будет работать почти вслепую. Плюс доверие к доллару подрывается, а фондовый рынок в такие моменты часто идет вниз. Но вот глядя на крипту, очень сложно сказать, что есть какие-то проблемы. Биткоин и альты сегодня тесно связаны с глобальной экономикой. Шатдаун может вызвать несколько эффектов. Инвесторы начинают искать защиту. Часть капитала может уйти в золото и биткоин. Это плюс для крипты. Но из-за отсутствия статистики волатильность растет. И любой слух или инсайд может очень резко качнуть рынок. Также прекращается работа регуляторов, вроде SEC. И это значит, что рассмотрение новых заявок на крипто-ETF может замедлиться. Для кого-то это минус, а для кого-то наоборот меньше давления. И наконец общий настрой. Если фондовый рынок сильно упадет, то крипта скорее всего сначала полетит вниз вместе с акциями. Но в долгосроке слабый доллар и проблемы в системе только усиливают нарратив для биткоина, который могут покупать как цифровое золото. Итог такой. Шатдаун это больше, чем политика. Это реальная угроза для экономики США и сигнал для крипторынка. В краткосроке может быть турбулентность, а в долгосроке это может сыграть на руку крипте, особенно биткоину. Золото и биткоин уже демонстрируют положительную динамику. И, например, в понедельник приток капитала в биткоин ETF превысил $500 миллиарда. Тем не менее, в этом месяце также нужно следить за экономическими событиями. У нас на носу очень важное событие. 15 октября выходит сентябрьский ПЦ,
BTC. Это один из самых главных индикаторов инфляции, и рынок его ждет с особым вниманием. Что у нас по базе? Последний отчет за август показал инфляцию 2,9% в годовом выражении и 3,1% в месячном. Месячные данные тоже были не самые приятные. Плюс 0,4% по общей и плюс 0,3% по базовой. Это и дало ощущение, что инфляция снова начала буксовать. А что ожидается сейчас? ФРС прогнозирует около 3% по общей и 3% по базовой, то есть без резкого движения и чуть выше уровня августа. Главные риски — это пошлины. Они уже вызвали рост цен на одежду, мебель, авто и услуги. Компании часть этих затрат пока берут на себя, но если все переложится на потребителя, то инфляция может дольше держаться высокой. А теперь важный момент. Что сделать ФРС? Напомню, 17 сентября ставку уже снизили на 0,25%. Рынок ждет, что до конца этого года будет еще одно снижение. И главный вопрос, может ли оно произойти уже в октябре или все отложится до декабря. Если 15 октября мы увидим подтверждение замедления и общий ипц около 3%, а также базовые 3% без разгона, то у ФРС будут аргументы действовать уже в октябре. Это даст рынкам сигнал. ФРС смягчает ставки быстрее, доллар слабеет и аппетит к рискованным активам растет. Это очень хороший сценарий для акций крипты. Но если инфляция окажется липкой и превысит 3%, то ФРС может взять паузу, чтобы в ноябре последить за данными. Что это может значить для крипты? Все просто. Чем мягче политика ФРС и слабее доллар, тем легче расти рынку. Если будет смягчение уже 29 октября, то биткоин и альты могут дать мощный рывок на фоне притока в ETF. Если же ФРС возьмет паузу, то на рынке начнется боковое движение, которое может продлиться до декабря, а реакция будет сдержанной. И получается итог такой. 15 октября инфляция, 29 октября решение ФРС. Это связка, которая определит движение рынков до конца года. И сейчас вероятность на снижение ставки в октябре составляет почти 100%, а в декабре почти 80%. И посмотрим, что изменится после данных по инфляции и рынку труда. На основе этих событий будет строиться не только моя личная стратегия на целый месяц, но и участников нашей подписки Coin22 Pro, которые продолжают фиксировать прибыльные сделки. Как, например, мы недавно закрыли шорт-позицию по монете Arbitrum после активного пробоя поддержки. Ежедневные прибыльные точки входа подкрепляются обучением, сопровождением на всех этапах работы и поддержкой 24/7. А также всем участникам Pro мы сейчас собираем спотовые портфели на 4-й квартал. А при поддержке нашего партнера BitGet мы дарим бесплатный доступ к подписке Pro и личного VIP-менеджера. И для этого нужно выполнить два простых условия. Либо депозит на BitGet от 30 тысяч USDT, либо фиксация вашего торгового объема от $5 миллионов в месяц. Более подробно обо всех условиях можно узнать, написав нам по ссылке в описании, а также там есть ссылка для регистрации на BitGet. Так что все, кому интересно, переходите и получайте подробную информацию. Тем временем на крипторынке в октябре все внимание будет направлено на решение SEC по ETF, а конкретно по XRP, также по Solana и не только. Давайте это подробно разберем. 2 октября первым на одобрение пойдет ETF на Litecoin от DEX биржи Canary. 7 октября истекает срок по ETF Canary Solana. 8 октября дедлайн для ETF Canary XRP. 9 октября решение по Canary Litecoin ETF. 10 октября важный момент. Grayscale подала заявку на конвертацию траста Litecoin и Solana в ETF. 15 октября Solana ETF от VanEck и Wisdom 3. 16 октября Franklin Solana ETF и конвертация Solana Trust от Grayscale. 17 октября крайний срок по трасту Doge от Grayscale. 21 октября Franklin XRP ETF и 24 октября Wisdom 3 XRP ETF. То есть по факту каждую неделю октября SEC должна принимать решения по новым заявкам. И это только часть списка. Аналитики называют октябрь ключевым месяцем. Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейфорд составил календарь этих дедлайнов и отметил, что у многих фондов сейчас точка невозврата. Его коллега Нейт Джерачи написал, что следующие недели будут очень важными для крипто ETF, особенно спотовых. Интересно, что известный трейдер из Твиттера Дэн Крипто назвал октябрь прямо месяц ETF, но подчеркнул, в списке пока нет заявок от таких фондов, как Fidelity и BlackRock. Это два крупнейших игрока. И именно их фонды могут стать настоящими бомбами для крипторынка. Но даже без них решений очень много, чтобы игнорировать. Есть еще один важный момент. Сама политика SEC. До этого они постоянно откладывали принятие решений, затягивая процесс на месяцы. Но в сентябре комиссия изменила правила для листинга трастовых акций, что упрощает запуск крипто ETF. Это означает, что новые фонды могут появляться быстрее. Пример компания Hashdex, которая уже расширила свой ETF и добавила в него XRP, Solana и Stellar. И теперь вопрос, что это значит для рынка? Аналитики биржи Bitfinex еще в августе предположили, что именно одобрение таких альткоин ETF могут запустить масштабный рост альтов. Но почему? Потому что фонды получают доступ к монетам через регулируемые продукты, и соответственно риски уменьшаются. А это совсем другие объемы капитала. И получается октябрь – это равно цепочка дедлайнов по ETF. Решения SEC могут быть приняты хоть в последний момент, но шансы на запуск новых крипто ETF теперь реально почти 100%. ETF-аналитик Эрик Балчунас прямо написал, честно говоря, шансы сейчас реально 100%. Все эти формальности со стандартами листинга и отчетами времени уже не имеют значения. Осталось только дождаться официального зеленого света. И самое интересное, они только что внесли вправку по Solana. А это значит, что запуск может случиться буквально в любой день. Так что будьте к этому готовы. Если даже часть заявок пройдет, то это будет толчок для Solana, XRP, Litecoin и Doge. И в целом всего рынка. Это очень хороший катализатор для всего рынка альтов. И первыми узнать об одобрении того или иного ETF вы можете в нашем Telegram. Так что проверьте подписку. Также важные события пройдут уже сегодня. 1 октября у нас сразу два больших события, которые могут повлиять
влиять на крипторынок. Давайте разберем все по порядку. Первое — это крупные разлоки токенов SUI. Сегодня прошли анлоки, разблокировка крупных объемов токенов. SUI около 40 миллионов монет. Когда токены разблокируются, они становятся доступными для продажи на рынке. Учитывая размеры, это сотни миллионов долларов. И такие события часто вызывают давление со стороны продавцов. Холдеры, которые раньше не могли продавать токены, получают такую возможность, и часть из них сразу фиксирует прибыль. Обычно это приводит к краткосрочному снижению цены, но тут все зависит от спроса. Если трейдеры и фонды готовы выкупать эти объемы, то рынок может восстановиться. Часто после сильного анлока мы видим небольшой отскок и резкое движение вверх после падения. За этим событием стоит следить, особенно внимательно, на биржах и в пулах ликвидности. Это индикатор того, насколько у проектов сильное сообщество и насколько токен интересен инвесторам. Если давление продавцов будет высоким, то коррекция SUI может усилиться. Также сегодня Ethereum запускает новое обновление в тестовой сети. Что оно включает? Оно включает технологию, которая улучшает масштабируемость и делает сеть более устойчивой к большим объемам транзакций. Также обновление необходимо для увеличения лимита газа. Больше операций можно обработать в блоке, что снижает нагрузку и открывает путь к более дешевым транзакциям. Да, это пока тестнет, но именно на таких этапах проверяется, насколько технология работает в реальности. Успешное внедрение обновления – это сигнал, что Ethereum продолжает движение по своей дорожной карте. В долгосроке это укрепляет доверие к эфиру и проекту ML2. Почему это важно для рынка? Сегодня у нас получается двойной эффект. С одной стороны, риски давления из-за огромных разлоков по токену SUI – это может стать причиной краткосрочного снижения, а с другой стороны, позитивный сигнал от эфира. Даже тестовое обновление уже играет роль, потому что инвесторы видят, что разработчики активно улучшают проект. Для трейдеров это день, когда рынок может быть особенно волатильным. SUI лучше внимательно мониторить. Если будут проливы, то это шанс для того, чтобы можно было откупить, либо зайти в лонг. А для эфира это скорее долгосрочный плюс. Любая новость о масштабируемости – это поддержка в глазах больших инвесторов, а также разработчиков. И получается, сегодняшний день – это одновременно вызов и возможность. Анлоки токенов проверят прочность альтов, а обновление Ethereum напомнит, что сеть продолжает развиваться и укреплять свои позиции. Для нас, как для холдеров, нужно следить за всеми обновлениями, чтобы не упустить хорошую возможность для покупки. На самом деле месяц обещает быть очень насыщенным. И все сразу. Макроэкономика, решения ФРС, регуляторы, ETF и даже альты, которые снова пытаются поймать волну. Нас ждут свежие данные по ИПЦ. Если инфляция продолжит замедляться, то ФРС может решиться на второе снижение ставки уже к концу этого года. А это мощный катализатор для всех рискованных активов, включая крипту. Но если ИПЦ покажет активный рост выше ожиданий, то нас, конечно же, может ждать пауза. И тогда давление на рынок усилится. Параллельно в США активно обсуждают законы по крипте. В игру заходят правила листинга ETF и прозрачность стейблкоинов. SEC уже одобрила новый стандарт листинга для ETF. Это по факту открывает дверь фондам, которые получают понятные правила для инвестирования в альты. Что касается биткоина, то сейчас он стоит в диапазоне. Ключевые уровни поддержки находятся вот здесь. Если он удержится выше, то шансы на пробой вверх сохраняются, а ключевая поддержка находится вот здесь. Опционы уже закладывают вероятность, что к концу октября биткоин может пробить уровень 120 тысяч. Но важно понимать, рост всегда почти идет с коррекциями. И в данной ситуации возможны откаты до 10%. Но более подробно про биткоин мы поговорим в следующем видео. Тем временем фонды не стоят в стороне. Мы видим активное накопление. Также Grayscale и другие компании выделяют альткоины как следующий драйвер, особенно Solana и XRP. И как мы видим, интерес растет. Это закладывает потенциал на восходящее движение альтов в ближайшие месяцы. Но, конечно же, будут расти не все монеты, как я говорил в этом видео. В приоритете DeFi, проект L2 и проекты токенизации. Например, по XRP аналитики уже видят пробой нисходящего треугольника и возвращение к уровню 3.60. Solana получает драйвер от ETF и активности фондов. Ну и, конечно же, все монеты, которые ожидают одобрения ETF, могут показать рост. И сейчас можно выделить три сценария. Первый — это оптимистичный. В таком случае в октябре инфляция умеренная, ФРС смягчает политику и капитал заходит в крипту. И в данном случае биткоин может пробить уровень 120 тысяч, и за ним потянутся альты. Второй прогноз смешанный. Инфляция не улетает, но ФРС смягчает ставку. Биткоин торгуется в диапазоне, и альты в основном сильные. И самый негативный прогноз. Инфляция выше ожиданий, давление регуляторов и капитал уходит. В таком случае мы видим откат, и альты пойдут вниз. Мой взгляд такой. Я верю, что бычий тренд продолжится. Биткоин имеет все шансы пробить уровень 120 тысяч, но это возможно только еще с одной небольшой коррекцией. Альткоины также будут расти, но здесь нужно делать ставку на фундаментал. И да, октябрь может стать месяцем, когда мы увидим активный рост альтов. Вот только это не будет альт-сезоном 2017 года. Таким образом, друзья, октябрь 2025 года обещает быть одним из самых важных месяцев этого года. На кону сразу все. Решение ФРС, данные по инфляции, новые законы, а также новые ETF. Для нас это значит одно. Волатильность будет высокой, и рынки готовят большое движение. Цена биткоина может восстановиться выше этого уровня, но его путь будет непростым, а с коррекциями. Фундаментальные альты будут копировать движение биткоина и также фиксировать рост. Поэтому нам нужно следить за теми событиями, которые мы сегодня разобрали. И более подробно все эти события мы будем разбирать в следующих роликах. Так что поставьте видео лайк, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры, и обязательно заходите в наш Telegram. Там я делюсь графиками, инсайдами и новостями каждый день. Нам всем желаю зеленого профитного октября, всем удачи, до скорых встреч!